Все помнят Portal как культовую головоломку с не менее культовыми песнями, но задумывались ли вы, как она звучит? Быть может, это одна из уже упомянутых вокальных композиций? This was a triumph. I'm making a note here, huge success. Или же истинный звук Portal — это мощнейшие электронные треки? Все это визитные карточки серии, безусловно, однако на самом деле Portal звучит вот так. Звуковой почерк Portal — это симфония тишины. Мириады чуть уловимых сэмплов, которые выстраивают мелодию, столь сильно ассоциированную с окружением и сюжетом, что становится их частью. И чтобы понять всю полноту Portal как цельного произведения, нужно разобраться в одной фундаментальной вещи — важности сюжетной составляющей игры. Смотрите, зачастую в любых произведениях аудиодизайн направлен на то, чтобы подчеркнуть тот или иной момент, расставить акценты на характерах персонажей, подсветить важность сцены и так далее. При этом в, скажем, кинофильмах, хронометраж которых редко подбирается к 3 часам, а обычно болтается в районе 1,5-2, в теории музыкой можно забить хоть все время. Видеоигры же устроены иначе, ведь имеют два фундаментальных отличия: больший хронометраж и нелинейность. Под нелинейностью я имею в виду то, что события имеют шанс затянуться, скажем, игрок может застрять на сложной загадке или боссе, либо начать исследовать окружение вместо того, чтобы двигаться по сюжету. И вместе с большой продолжительностью получается так, что написать саундтрек, который будет заполнять собой все игровое пространство честными способами, почти нереально. Поэтому игровые композиторы идут на хитрость, создают саундтреки, которые будут отражать разные состояния игрового мира, например, обнаружен и не обнаружен в стелс-экшенах. Игры с открытым миром полагаются на зацикленные композиции или вовсе на генерацию фоновой мелодии на основе заранее заданных сэмплов. Как правило, все эти подходы так или иначе комбинируются, но это еще не все. Важно, что в видеоиграх история подается разными способами. Через диалоги, окружение, детали, которые можно обнаружить в процессе исследования. Иногда сюжет подается прямо через реплики персонажей, а иногда его элементы скрыты в окружающем пространстве, и их нужно специально искать. Тут может возникнуть вопрос, а почему я так много говорю о нарративе в видео, посвященном анализу звукового сопровождения? Дело в том, что, на мой взгляд, звук и сюжет в играх неразделимы. Основная задача звукового оформления в любом аудиовизуальном произведении — поддержка и усиление повествования, а иногда и самостоятельное его донесение. В Portal аудиосоставляющая настолько плотно вплетена в историю, что их невозможно рассматривать отдельно. Более того, многие вышеописанные проблемы композиторы Portal смогли крайне элегантно решить, создав поистине уникальный продукт. С первых же минут Portal встречает вас сначала музыкой, а затем коротким сообщением, тем самым погружая игрока в свой мир исключительно через звук и давая понять, что по сути это и будут два наших основных источника информации. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Portal 2 делает все абсолютно так же, дополняя схему музыкой после повторного пробуждения, но об этом чуть позже, при этом столь же четко расставляя акценты. Доброе утро. Вы находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в Центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Здесь мы видим один из ключевых аспектов подачи сюжета через аудиодизайн. Вся композиция построена исключительно на репликах героев. Тут нет кат-сцен, нет длинных записок, но за счет игры актеров и грамотно написанных диалогов мы полностью погружаемся в атмосферу игры. На протяжении всего повествования информация поступает к нам в первую очередь через аудио. Большинство испытуемых через несколько месяцев консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше, и нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга.
И вот тут мы подходим к самому важному, к уникальному методу Valve по созданию звуков. В отличие от множества видеоигр, где звуковые эффекты стараются быть максимально реалистичными, в Portal, но, конечно, в большей степени в Portal 2, многие звуки имеют музыкальные свойства. Возможно, вы этого не замечали. Сразу после знакомства с миром игры и композицией, доносящейся из внутриигрового радио, следующий аудиоэлемент — это открытие портала. И не только это, работа механизмов, нажатие на кнопки, прыжковые панели, лазеры — все это не просто шумы, а звуки с четкой тональной структурой, создающие целостную звуковую картину мира. Когда мы перемещаемся по комплексу, весь этот кажущийся нам шум работает на создание уникальной атмосферы. Если на секунду остановиться, то вы услышите настоящий звук Portal, ведь Portal — это музыка тишины. Особенно, когда вы заглядываете за кулисы испытательных камер, где звуки невидимых пока что механизмов становятся даже слегка жутковатыми. Теперь, когда мы разобрались с звуковым фоном, самое время поговорить о том, как музыка буквально направляет игрока. Если в первой игре авторы лишь робко экспериментировали с музыкальными фрагментами, то вот уже в Portal 2 разошлись на полную. Новые способы перемещения по уровням даровали не просто новые звуки, это новые слои мелодий. При этом они являются и геймплейным элементом. Вслед за демонстрацией новой способности во время ее применения мы слышим дополнительный музыкальный слой, что подсознательно указывает нам на то, что мы движемся в правильном направлении. На этом аудиодизайнеры не останавливаются и добавляют еще больше слоев звучания обычным элементам. Если один лазер — это просто один звуковой сэмпл, то два, а еще лучше три — уже самая настоящая музыка. Но и это еще не все. Все эти элементы не существуют отдельно, они постоянно взаимодействуют и расставлены так, чтобы переплетаться друг с другом. Вот тут уже упомянутые лазеры и прыжковые панели, здесь кнопки, кубы, двери и платформы. По мере того, как вы решаете головоломку, она вознаграждает вас различными музыкальными слоями, создавая звуковое полотно, неотделимое от испытательной камеры и присутствующего там нарративного элемента. Ты прошла испытание. Ну и турели — это вообще отдельный вид искусства. Они полны индивидуальности, какие-то из них дефектные и несут веселую чушь. Можно встретить турель, которая не хочет погибать, за что даже благодарит нас, если мы возьмем ее с собой. Турели постоянно говорят, то произнося монолог, то угрожая игроку или, обращаясь к нему, разрушая четвертую стену. А иногда и вовсе поют. Когда вы понимаете, что музыка в Portal 2 не просто доносится из стен или динамиков, спрятанных по углам, а исходит из каждого устройства, вы смотрите на все произведение иначе. Серия Portal — это интерактивный музыкальный игровой опыт. Несмотря на то, что по большей части саундтрек Portal вшит в повествование, привычные нам мелодии тут, конечно же, имеются. Если так можно выразиться, обычная музыка, тут это всегда награда. Зачастую, правда, награда не очень приятная, как, например, момент, в который главную героиню чуть не сжигают заживо. Резкая, неожиданная и мощная электронная композиция прекрасно подходит для этого момента, да еще и звучит как идеальная композиция из любого напряженного момента Half-Life 2. Что неудивительно, ведь саундтрек и к ней, и к первой части Portal написал Келли Бейли, да и вообще серия Half-Life заслуживает отдельного разбора, дайте знать в комментариях, если подобное видео вам было бы интересно. Мы подготовили небольшую вечеринку. Положите устройство на пол и лягте на живот, прижав руки к телу.
В целом, записной саундтрек первой части Portal — это отличный индастриал, а название треков, ко всему прочему, еще и жуткий спойлер. Например, мелодия, что вы недавно слышали, носит название 4000 градусов по Кельвину, думаю, тут и пояснять ничего не нужно. Все приборы лаборатории порталов выдерживают температуру до 4000 градусов по Кельвину. Будьте спокойны, оборудование не выйдет из строя и не причинит вам вреда до того, как вы торжественно обратитесь в пепел. Или No Cake for You — минималистичный эмбиент с четким мелодическим мотивом как бы показывает, что никакого вознаграждения не предвидится. Stop What Are You Doing — один из самых тревожных треков, идеально подходящий к моментам, когда мы раньше времени заглядываем за кулисы и попадаем в убежище Редмана. И так во всем, ведь когда вы играете в Portal, эти мелодии растворяются в атмосфере, но если убрать их, что-то будет не так. Причем музыка эволюционирует и эволюционирует постоянно. Если в первой части это в основном технологические звуки с легкими примесями синтов, то в начале второй игры, когда мы видим руины комплекса, где пробивается зелень от растений, это уже более органическое звучание, более живое. Основными инструментами тут являются арфа, флейта и даже появляется хор, но по мере того, как игрок продвигается дальше, природы становится меньше и к органике примешивается все больше синтетики, а общий тон звучания становится более загадочным. Вся музыка в игре является чисто электронной. Не было использовано ни единого акустического инструмента при записи. Это создает поистине уникальное звучание. Самая первая композиция оригинального саундтрека Science is Fun как раз задает тон тому, что нас ждет в игре. Дальше нас забрасывают в более старую часть комплекса, где по-прежнему основными элементами являются электронные инструменты. Но они начинают звучать в стилистике ретро, а для аутентичности при записи еще и использовались винтажная электроника вроде Fender Rhodes, а там, где этого сделать не получалось, аудио обрабатывалось, чтобы отражать эстетику демонстрируемой эпохи прошлого века. Ну а ближе к финалу, когда игрок вновь попадает в современные тестовые камеры, музыка хоть частично и возвращается к привычному звучанию, становится более напряженной, недоброжелательной. Инструментал начинает звучать будто бы глухо, с преобладанием басов, словно намекая, что нам здесь не рады. Хотя нам здесь реально не рады. Игровая музыка отлично подчеркивает арки персонажей. Наиболее отчетливо это прослеживается в смене лейтмотива Уитли, что с совсем не вызывающей отторжения мелодии постепенно переходит в настоящее безумие. Оно, собственно, и неудивительно, ведь персонаж всеми силами пытается нас уничтожить. Привет, вот момент, когда я вас убиваю. Ранее я уже упоминал, что музыка в игре — это награда для игрока, зачастую не самая приятная, но держать в постоянном напряжении авторы нас тоже не намерены, и концовка Portal и Portal 2 дарит чувство удовлетворения, но делает это немного по-разному. Да, самое время поговорить про Still Alive и Want You Gone. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. Безусловно, сам текст — это отдельный разговор, куча отсылок к самой игре, намеков, игры слов, но все это выполнено в шутливой и в то же время пассивно-агрессивной манере, присущей GLaDOS. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. Наряду с Want You Gone, к которой мы чуть позже перейдем, Still Alive — одна из самых смешных песен в истории игровой индустрии. При этом, с точки зрения мелодий, она невероятно проста, но отнюдь не примитивна. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me.
Кстати, Still Alive как бы закольцовывает историю, ведь мотив песни на радио, что встречал нас в начале, и Still Alive — это по сути одна и та же композиция, просто исполненная в чуть разных тональностях и манере. I'm torn into pieces, and threw every piece into a fire. Повторение основного мотива и постоянное жонглирование фразами в Still Alive, когда всю игру слов реально трудно перевести на русский, не вдаваясь в многостраничные рассуждения, говорит лишь о том, что эта песня, как собственно и следующая, написана крайне талантливо. Недаром каждая стала культовой почти сразу после релиза соответствующей игры. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. А вот в Portal 2 финальный музыкальный номер построен интереснее. Во-первых, саму песню предваряет ария турелей. Глэдис, ваш заклятый враг, решает позволить вам уйти, она бросает вас в лифт. Вы проезжаете пару этажей только для того, чтобы столкнуться лицом к лицу со смертельно опасными турелями, которых вы избегали на протяжении всего приключения. Турели прицеливаются и начинают петь. Лифт продолжает движение вверх, и к робкой песне присоединяется уже целый хор, становящийся все громче и величественнее, провожая вас и будто бы прощаясь. Но ясное дело, что прощание было бы неполным без еще одной важной песни. Не менее смешной и веселой, чем Still Alive. Won't You Gone стала идеальным завершением Portal 2. Well, here we are again. It's always such a pleasure. В отличие от Still Alive, где Глэдис скорее подшучивала над игроком, в новой песне ее тон стал холоднее. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed, except I wasn't laughing. При этом она поет о том, что действительно рада избавиться от игрока. Это мощнейший эмоциональный контраст. You want your freedom, take it. That's what I'm counting on. Если первая часть заканчивалась шутливым тоном, то вторая оставляет нас с чувством окончательного расставания. I used to want you dead, but now I only want you gone. И тут я мог бы рассказать о том, как устроена композиция с точки зрения нот внутри, потому что это реально интересно, но не обладаю достаточными знаниями в музыке, и все мои видео в основном про ощущения от саундтреков, а не о разборе на составляющие, поэтому не стану умничать и делать вид, будто знаю все. Просто посоветую вам, если хотите поглубже понять, как написаны эти песни, посмотреть ролик Чарльза Корнелла на эту тему. Ссылку я оставлю в описании. Он отлично разобрал гениальность простоты обоих треков и частично вдохновил меня на создание данного видео. Крайне рекомендую к просмотру. Science gets done and you make a neat plan for the people who are still alive. Дилогия Portal — это блестящий пример того, как звук может не просто сопровождать, а формировать нарратив. Благодаря выдающемуся аудиодизайну создается уникальный мир. Саундтрек Portal — это не просто фоновая музыка, это ключевой элемент атмосферы игры. Каждый трек имеет свою цель и используется в нужный момент времени. Все аудиосоставляющие делают мир Portal живым. Без музыки Portal воспринимается просто как головоломка, с музыкой как нечто большее. I'll let you get right to it. Now I only want you gone. И хочется надеяться, что когда-нибудь мы снова откроем портал и услышим прекрасный эмбиент из симфонии работающих машин и еще одну выдающуюся финальную песню. Спасибо тем, кто поддерживает мой небольшой канал лайком и комментарием, а также подписавшимся на платных платформах. Там видео выходят чуть раньше, а также доступен дополнительный контент, в том числе и по музыке из Portal. Вы лучше всех. Увидимся.